Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы с вами поговорим про дачу. И первое, с чем сталкивается дачник по приезду первый раз после зимнего сезона, это с преодолением собственного же забора. Мы это делаем с помощью вот такой вот лесенки. Прилазим в забор и идем туда, куда нам надо. Первое же, что мы делаем, это расчищаем калиточку, для того, чтобы был свободный проход, и мы могли перенести вещи, которые нам нужно занести в дом. На дачах еще вовсю властвует зима, ну а мы пойдем посмотрим, какие разрушения принесла нам прошедшая зима. Здесь у нас хранится различный инвентарь для садоводческой деятельности, различные подпорки и так далее. Судя по всему, снег, сошедший с крыши из-за большого количества снега этой зимой, также снес вместе с собой шифер, который лежал на этой конструкции. Но шифер вроде не пострадал, целый, уже хорошо. Также эту зиму не очень хорошо пережили и теплицы. Из-за большого количества снега снег продавил крышу в одном месте. Ну, надо сказать, что эти теплицы были накрыты вот это в 2014, вот это в 2013 году. С этого момента они не перекрывались, то есть 9 лет уже этому покрытию. Но в этом году, скорее всего, мы будем менять, потому что вот оно уже рушиться начинает. Вот это одна из наших теплиц. Обычно мы снимаем боковинки, и в теплице снега больше. Но в этом году пришлось закидывать снег, так как осенью по техническим причинам мы не смогли вовремя снять боковины. И так и оставили это все. Снег в теплицу нужен, так как при таяне талая вода по наличию полезных свойств значительно превышает водопроводную. То есть снег, помещенный на тепличные грядки зимой по весне, не только сохранит микрофлору грунта, но и поможет посаженным туда растениям быстрее развиваться. Но судя по утопленности крана, снега достаточно много, 20-30 сантиметров. Давайте посмотрим, как переночевали наши жители местные. Горная сосна, коника. Отборная сосна, коника, можжевельник, голубая звезда. Все это вечно зеленые растения вполне перенесли эту зиму. Вроде выглядят нормально, здоровыми. Ну, посмотрим, что весной станет с ними. Ну и, конечно, мы не можем обойти вниманием одно из самых популярных хвойных деревьев на наших дачах – это туя. Туя вполне себе неприхотливое растение, всегда радует садоводов, очень удачно вписывается в любой ландшафтный дизайн. Как приятно зимой посмотреть на зеленые хвои, когда кругом все белизна да белизна, а тут прям зелень, и чувствуется, что весна уже близко. А тут у нас расположилось тоже одно из вечно зеленых растений, которые радуют садоводов в их ландшафтном дизайне, это тис ягодный. Надо отметить, что это растение ядовито, но глаз оно радует чрезвычайно. Следующий наш товарищ, это тоже вечно зеленые растения, самшит. Род растений семейства самшитовые, медленно растущие вечно зеленые кустарники и деревья. В нашем случае он растет в виде кустарника. Из самшита как раз выстригают различные фигурки и так далее для ландшафтного дизайна. То есть, когда он станет достаточно большим, мы можем из него выстричь оленя, кошечку и еще кого-нибудь. К сожалению, не все наши растения хорошо перенесли зиму. Некоторые покрылись мхом и требуют обработки различными реагентами. У некоторых треснула кора от мороза. Если вам будет дальше интересна дачная тема, пишите в комментах, мы обязательно продолжим.